И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 5 марта, и вашему вниманию предлагается сводка, что случилось на фронтах войны в Украине, и сразу традиционно переходим к Южному фронту. Здесь, судя по всему, начинаются те события, о которых мы с вами говорили на протяжении двух последних дней. Российская группировка достаточно усилилась, и она сегодня приступила к активным действиям на Вознесенском направлении. Прямо сейчас российские войска ведут бой за город Вознесенск. Они заняли село Ястребиное на правом берегу Буга, а войска киевского режима утром попытались сделать вылазку в южные части города, помешать российской переправе через Буг. Но нарвались на российскую контратаку, и сейчас в городе продолжается бой. То есть можем констатировать, что в целом российская группировка на данном рубеже уже настолько усилилась, что перешла к активным боевым действиям. Чем это закончится, что будет здесь дальше, я надеюсь, появится новая информация к вечеру, и в следующем обзоре я об этом сообщу. Здесь же единственное хочу отметить, что вчера, это уже сообщили мои уважаемые зрители, в Южноукраинск вошла украинская военная колонна на бронетехнике. То есть на самом деле, на сейчас, чтобы вы понимали, на юге Украины нет никаких войск, по крайней мере до вчерашнего вечера не было. И вот вчера вечером в Южноукраинск наконец-то дошел первый заслон, занял Южноукраинск довольно значительными силами. И что же примечательно, все они разместились в южноукраинских школах. Сегодня очень много в Украине задать вопрос, почему же такие безжалостные российские оккупанты, так называемые, бьют по украинским школам, в которых находятся дети. А еще почему они бьют по мирным домам. И сегодня же опять же появилось в сети хвастовство ВСУшников, которые из жилого высотного дома корректируют огонь артиллерии. А еще там заседают снайперы. И на самом деле, когда идет обстрел какого-то жилого дома, там обычно сидят солдаты ВСУ. И уж точно они сидят во всех школах. Если вы посмотрите внимательно эти фотографии, которыми хвастаются азовцы в Харькове, все точки, где они собираются, это либо ПТУ, либо школы. Это самые удобные места для дислокации военных подразделений, потому что российские войска бьют по военным объектам, по военным лагерям, и украинские военные перебрались во многом из них в школы. И вот в Южноукраинске сегодня несколько школ заняты именно украинские военные. В городе размещена бронетехника, и таким образом по схеме Северодонецка, Краматорска и Славянска вооруженные силы Украины готовятся дать бой российским войскам. Но российские войска пока туда не пойдут, пока не решится проблема Одесской области, дальше идти просто бессмысленно. Но судя по тому, что я вижу сегодня утром происходит под Вознесенском, этот удар неумолимо приближается. Также руководство Николаевской области сообщило о том, что город все более и более плотно обкладывается российскими войсками, и они ждут штурма. Итак, с этим направлением понятно. Запорожско-донецкое направление. Как я вчера вечером сказал, что уже к утру российские войска и ДНРовцы на юге Донецкой и Запорожской областей соединились, и теперь образовался единый фронт от Запорожья, вернее южнее Запорожья и до Донецка. И этот фронт неумолимо движется на север. Почему неумолимо? Да потому что здесь у украинских войск по сути нет заслонов. За вчерашний день на некоторых местах российские войска продвинулись на 30-40 километров. И сегодня украинские войска сдерживают их только на подступах к Запорожью вдоль водохранилища. Но я так понимаю, украинский гарнизон должен был, просто обязан был засесть в городе Гуляйполе. Помните, старая столица Нестора Махно. И по состоянию на утро этот город российские войска уже обложили с юга и начали обходить с востока. Я так понимаю, сегодня мы увидим дальнейшее продвижение на этом направлении. То, что происходит на севере, пока никаких новостей нет. Надеюсь, к вечернему выпуску они подоспеют. В Харькове бои стихли. Начали работать гуманитарные коридоры, и население массово выезжает из города. Огромная очередь на Южном вокзале. Слава богу, у людей появилась возможность покинуть зону боев. И то же самое происходит в Киеве, чему я очень и очень рад. Потому что чем меньше людей сегодня останется как в Харькове, так и в Киеве, тем проще будет решать проблемы этих городов. Причем обеим сторонам. Потому что обычные мирные люди не должны становиться заложниками политических и военных событий. А они, к сожалению, ими стали. И пример наглядный — это Мариуполь, где украинские войска, но в первую очередь это азовцы, не выпускают население города по российскому гуманитарному коридору. То есть организовано в Мариуполе два гуманитарных коридора. Один на Запорожье, второй на восток, чтобы люди могли выйти на территорию ДНР. На территорию ДНР азовцы никого не пускают, ну а на Запорожье выезжают, есть подозрение, что в том числе и представители Азова. И на самом деле, бог с ними, пусть уезжают, лишь бы сдали город без больших жертв. И о том, что действительно ли решили азовцы сдать этот город и сбежали из Мариуполя, мы узнаем уже через несколько дней, когда гуманитарное перемирие уже перестанет работать.
На остальных направлениях пока существенных изменений нет, но подчеркиваю, к вечеру, возможно, появится новая информация, и я сделаю более полный обзор. Вот это примерно то, что произошло на сейчас, примерно 14:00 по Москве. На этом пока все. Ждите следующего обзора. До свидания.